Всем привет! Субботний день. Я наконец-то устроил себе выходной и выбрался на Крейковочка езеро. Это такое озеро очень интересное, образовавшееся в 1986 году из-за строительства дамбы в горах в общине Мирошино. Вот. Я наконец-то решил туда съездить. Собирался несколько дней, и вот время все-таки нашлось. Такие вот тут кругом поля. Я сейчас проехал село Облачино. Вот оно там. Вот там вот Облачинское озеро. Если будет возможность и будет время, после посещения Крейковочка озера заедем и на него. Такая вот церковь тут стоит. Церкви в основном очень простые, без всякого пафоса в Сербии. Здесь стоят какие-то надгробья, судя по надписям, начала 20 века, вот 17-й год. Надписи уже трудно различимы. Тридцать второй год. Тринадцатый год. Ну и там дальше более современное кладбище. И вот такие вот виды отсюда открываются. Колокольня. Где-то там позади осталось село Мирошино. Это центр общины Мирошино. И там же где-то живет Гульмира, девушка, которая водила нас в тур на Джавола Варош. Если вдруг меня будет смотреть тот, кто хочет посетить Ниш или живет в Нише и еще не знает Гульмиру, очень рекомендую с ней списаться и посетить ее туры. Делает очень интересные вещи, возит в очень интересные места, привезет, отвезет, все расскажет, покажет, может быть, даже раки угостит. Так что крайне рекомендую. Я не сразу заметил вход в церковь. Ну-ка, посмотрим, что там внутри. Вход очень низкий. То ли это изначально так планировалась постройка, то ли здание осело со временем. Церковь явно не рабочая. Такое вот очень простое помещение. Каменный пол. Там где-то птицы под потолком, под крышей. Церковь Святого Николая. Но, судя по всему, здесь служение-то, наверное, не проводится уже, судя по состоянию. Такое вот интересное здание. Ладно. Поехали дальше.
добрался я наконец до Крайковачка езера. Проехал 38 километров. Сейчас посмотрим, что здесь и как. Само озеро пониже. Туда я сейчас еще спущусь. Я вот только его еще увидел. Нахожусь около дамбы, которая это озеро образовано. Такое вот объявление, которое гласит, что рыбачить здесь можно только по принципу «поймал, отпусти». То есть уход тут из пойманной рыбы не сварить. Такие вот дела. Вот я спустился к озеру. Такие вот виды здесь открываются. Я сейчас стою на дамбе, которая и образовала это озеро. Можно увидеть разницу уровня воды вот здесь и вот здесь, на другой стороне дамбы. Очень такая нехилая разница получается. Сейчас пройдем дальше, посмотрим. С той стороны должен быть аварийный слив, который защищает дамбу от разрушения при подъеме воды в озере. Попробуем посмотреть на него. Красота здесь, конечно, вообще просто неимоверная. Летом, наверное, еще круче, когда здесь все зеленое, все лес цветет, распускаются деревья. Сейчас они тоже уже начали распускаться. Там уже видно, вот зелень проклевывается. Но еще не все деревья зеленые. Вот мы дошли до гидротехнических сооружений для системы аварийного слива воды. Сейчас мы на нее посмотрим. А вот такой вот вид открывается с дамбы. Тоже красота, конечно. Вообще для меня, человека, который всю жизнь прожил на равнинах, пейзажи холмистые и горные — это отдельная песня. И вот система, каналы забора воды. Сейчас они сухие, естественно. Из озера вода все равно вытекает, то есть она не наглухо, естественно, здесь заперта. Где-то идет забор, и внизу маленькая речка течет. А это именно аварийная система. Скорее всего, при паводке, каких-то аномалиях включается она. Вот так вот оно выглядит. То есть вода доходит до вот этой вот дырочки и начинает сливаться вниз. Туда. По каналу. Красиво травка смотрится в воде. Красивый зеленый цвет. Я не знаю, камера передаст или нет. Но выглядит классно. Красота здесь, конечно, просто вообще здорово. Что интересно, стоит на входе, вот на дороге табличка. Одну уже я показал, которая говорит, что рыбачить здесь можно только по принципу «поймал, отпусти». Там есть еще одна табличка, я увидел позже, не снимал, которая говорит о том, что здесь запрещено купаться. Не знаю уж почему, но так вот. То есть наслаждаться здесь природой можно, но купаться нельзя. Сейчас по такой тропиночке среди деревьев поднимаюсь к велосипеду и отправляюсь в обратный путь. Если получится, заеду на еще одно озеро, которое я проехал, которое мы видели, когда я был возле церкви. Ну, посмотрим, что там будет впереди.
Конечно, красиво здесь очень. Просто постоянно восхищаюсь природой. Ну, природа, она везде красивая, конечно. Но тут для меня еще весьма необычно. Горы, все эти спуски, подъемы и все прочее. Я пока еще не привык, и это меня всегда восхищает. Конечно, в наших краях перепады высот случаются, но не настолько выраженные, как здесь. Такие вот дела. Специально остановился, чтобы поближе посмотреть, прогуляться здесь. Сады цветут. И вот такая красота у нас на каждом шагу практически. Просто красота. Ну а теперь двигаемся к конечной точке, к Облачинскому озеру. Ну вот, я на конечной точке маршрута, Облачинское озеро. Оно, конечно, не настолько впечатляет, как озеро, на котором я был до этого. Ну, понятно, что оно тут в застройке, оно посреди населенного пункта. Вот. То есть тут нет такой живописной природы, но все равно интересно было посетить. Интересно узнать, какие озера здесь есть. Я не знаю, водится ли здесь рыба. Можно было попробовать порыбачить тут на берегу напротив. Там, я не знаю, не так хорошо видно. Там есть пляжик. На этом озере, надеюсь, купаться разрешают, в отличие от прошлого. Как-нибудь летом сюда приедем, посмотрим. Отдельно хочется сказать про велосипед. Все-таки электровел — это очень круто. На обычном велосипеде я бы, наверное, сдох подниматься. Последний километр 3 был очень такой существенный набор высоты. Я не знаю, сколько именно там было набора, но на пути обратно я километр 3 ехал самокатом и со скоростью около 60 км в час. Дальше мне уже приходилось тормозить, потому что я боялся улететь на извилистой дороге. Так что такой серьезный наборчик. И на обычном велосипеде я бы сдох, ну, точно бы сдох. А на этом вполне себе нормально моторчик помогает. Педали крутишь, легко, непринужденно, все хорошо. Такие вот дела. Ну, на этом, собственно, мой поход закончен. Дальше уже прямая дорога домой. Так что до встречи в следующий раз. Надеюсь, куда-нибудь еще сходим.